Всем привет! Несколько дней назад закончился наш Камино дель Коста, который мы начали 7 и закончили 17 апреля 2024 года. Протяженность нашего пути составила 280 километров. За это время мы успели промокнуть под дождем, полюбоваться прекрасными закатами и рассветами, посмотреть на виды океана, проверить себя на прочность, но обо всем по порядку. 95 460. Путь Святого Якова – это древний паломнический путь, который ведет к собору Сантьяго де Компостела. Существует множество вариантов этого маршрута. Основными являются французский путь, самый популярный, протяженность которого 780 километров, северный путь, который проходит вдоль северного побережья Испании, примитива или изначальный путь из Овьедо, арагонский путь и, наконец, португальский путь, о котором и пойдет речь. Существует несколько вариантов португальского пути. Стартовать можно в Лиссабоне или Порто. Мы стартовали из Порто и выбрали прибрежный вариант, он же Дель Коста, протяженность которого 280 километров. Прибыв в Порто, мы купили 2 паспорта пилигрима, креденсиаля. Сделать это можно было только в кафедральном соборе по цене 6 евро за штуку. Паспорт пилигрима – это очень полезная штука и будет, по сути, основным вашим документом на ближайшие несколько дней. С его помощью вы будете подтверждать свою личность пилигрима при заселении в альберге. Также в паспорт надо ставить от 2 печатей в день, как подтверждение того, что вы идете этот путь. Собрав необходимое количество печатей и предъявив их в туристическом центре в Сантьяго, можно получить Компостелу. Именной сертификат на латинском языке, подтверждающий тот факт, что вы настоящий пилигрим и прошли этот путь. Печати по дороге можно ставить в барах, ресторанах, отелях и других общественных местах. Мы очень хотели собрать побольше интересных печатей, поэтому поставили печать в пожарной части, в больнице и на базе Национальной гвардии Португалии. Стартовали мы в Порто. Когда шли по Порто, было очень много людей. Мы начинали идти в воскресенье. И в принципе дорога там все время вдоль океана, но можно идти, то есть же много разных маршрутов. Мы выбрали, идем практически всегда вдоль океана. Так, ну что ж. Что ж. Тот самый момент, когда начинается любой маршрут, и день первый. Юля одевает рюкзак. Юля, ты оденешь его сама или типа мы? Тяжелый, капец, мне кажется, туда еще что-то подложил. Ни хрена себе, мне кажется, этот рюкзак больше, чем ты, Юля. Слушай, он реально тяжелее, Чем кто? чем вчера. Ну, конечно, плюс 1,5 килограмма, Юль. Это то же самое, только плюс 1,5 килограмма. Все. И тот самый момент, когда мы вышли на маршрут. Тот самый момент, когда мы пойдем кушать в португальский Макдональдс. Выглядит он вот так. Что-то не выглядит как сетевой ресторан. Шоколад, карамель.
Так, первый значок камина, который мы нашли на сегодня. Надеюсь, не последний. Как вам первый день? Нормально. Немного прошел, немного подъел сейчас, венца выпил. Нормально, можно жить. Португалия нормально. 18 километров пройдено. Впереди еще почти 15. И наконец-таки мы идем на ту тропину, которую все показывают в своих видео. Но мы ее только что увидели. Идем? Как в фильме про суровое будущее. Трубы, 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 трубы. И такое типа и море. Подходим к альберге, отмеченному на карте. То есть это, в принципе, та точка маршрута, куда мы шли, ну, условно. Там вариантов было много, но это первое, ближайшее, скажем так. В текущий момент мы уже 27 километров отмахали и уже как бы с непривычки немножко устали. Поэтому желательно бы уже где-то приземлиться. Сейчас будем смотреть, что такое вообще альберги. И первую ночь мы решили остановиться в муниципальном альберге. Там были места. И стоило, в принципе, это 15 евро на человека. То есть за 30 евро нам дали места в коридоре. То есть мимо нас ходило человек 200 каждые 5 минут. Вот, это была двухспальная кровать. В принципе, там все, конечно, достаточно чистенько, насколько это возможно, но нету горячей воды, что так бодрит, потому что мы идем в апреле. И во всех, в принципе, где мы были, в различных гостиницах, альберге, отелях, вне зависимости от стоимости, очень холодно. Очень холодно и очень сыро, все мокрое. Вот. И в этом альберге нам выдали такие одноразовые, как теплица такой, спанбоч. Спанбонд. Спанбоч. Спанбоч. Вот. И... Ну, так как это был первый день, мы прошли 27 километров, в принципе, я упала и лежала. Потом как-то себя сгребла, сходила в этот ледяной душ. И так вроде бы как немножко взбодрилась, но не сильно. Сергей получше, бодрячком. Что ты еще можешь рассказать про этот? Сергей единственный человек, который не орал в душе. Вот, так что если вы хотите идти дешево, останавливаться в альберге, то надо иметь в виду, что, во-первых, это не супер дешево, 30 евро на двоих. В принципе, за 50 евро вы уже получаете отдельную комнату с теплым душем. Но не все альберги такие. То есть мы просто никак не доберемся смелости еще раз попробовать. Но, может быть, мы еще наберемся, впереди еще достаточно много дней. Вот. Так, это наша первая ночевка. Всю ночь шел дождь, и у Сергея спал возле окна, и немножко эффект 5D, то есть у него были звуки, немножко водички, немножко ветра. Вот. Ну, то есть, ну, это, да, это пилигримья жизнь, то есть, как шли раньше пилигримы, они, наверное, спали где-то под камнем. Мы такие больше не про всякие такие жесткие походы. Вот. И предпочитаем комфорт, что, в принципе, на этом пути вполне реально. То есть здесь можно идти как очень дешево, так и очень дорого. Все зависит от вас. Вы можете себе забронировать сразу гостиницы. А можете идти, как мы. Мы обычно идем, устали, открываем приложение. Есть такое приложение, называется Buena Camina. Вот, и там, в принципе,
Оно вас определяет и показывает уже рядом отмеченные точки, куда вы можете приземлиться. И есть даже небольшое описание с приблизительной стоимостью. Но это тоже все меняется, то есть нужно смотреть. Я также открываю Booking. Вот. И самая такая фишка, что в принципе, если вы придете в любой альберге, муниципальный, а можно даже не частный, то они все между собой знакомы, хозяева. И если у них нет мест, вот мы так 2 раза заходили, 2 раза мест не было, и 2 раза нас как так передавали из рук в руки, то есть у нас нет мест, но вот там вот через 2 дома вот там есть места. Да, это стоимость обычно выше, но это и комфорт выше, то есть не то, что вы такие за 60 евро получаете опять-таки там что-то какую-то ночлежку.